важно заметить, что человек может переходить из одной реальности в другую, повышая степень осознанности или меру понимания общего хода вещей. И фактически это и будет тем самым переходом, о котором сейчас многие заговорили. И точно так же можно переходить из одного культурного пространства в другое, перенимая все, что пришлось вам по нраву и вкусу. И это достаточно ярко и доходчиво показано в новом философском мультфильме под названием «В чужой шкуре». Рекомендую его к вам к просмотру, но не путайте с одноименным триллером, снятым в 2020 году. И фактически вы, в совершенстве выучив язык, традиции и в целом все культурное наследие какого-либо народа, можете считаться полноценным представителем этого народа и этой культуры. И примеров таких много и в русской культуре, и также весьма показательной и яркой в этом смысле является американская культура, которая в свое время была сформирована из носителей преимущественно европейских культур. Мы все знаем, что нынешняя американская культура была сформирована путем постепенного вкрапления в нее множества алгоритмов и калек из других культур. Но культура любая вторична от концептуальной конструкции. Культура формируется и образуется из нравственного, мировоззренческого и религиозного аспектов. И таким образом культура, образовавшаяся в рамках какой-то территориальной единицы с его множеством субкультурных составляющих, лепит человека и формирует его отношение к явлениям внешнего и внутреннего мира. Поэтому основу понимания или, наоборот, непонимания представителей двух культур составляют именно эти аспекты. Если, допустим, мы хотим привести к единому пониманию процессов и явлений разных людей вокруг, мы должны будем озадачиться формированием такой единой культуры, которая могла бы единообразно, то есть сведя воедино образы, стоящие за словами и терминами, описать окружающую реальность. И так как сознание работает как волна, то понимание между людьми начнет происходить в момент совпадения волн, идущих от нее. Подобный подход, к примеру, был применен при формировании Римской империи, но путем жесткой стратификации общества. Во время Второй мировой войны при попытке установить фашистский режим методами подавления и полного истребления других культур. Но тут надо сказать, что после этих событий немецкий народ, который издревле тяготел к прямо противоположной социальной модели, благодаря сплоченности, дисциплине и тяге к науке и к инженерной мысли в частности, смог повернуть ход истории и изжить явление фашизма как вирус из коллективного сознания. Также старшее поколение помнит понятие «советский человек», «советская культура», которая во многом была сформирована через идеологические установки и систему образования, и которая по своему мировоззренческому стандарту была выше всякой национальной, расовой и религиозной. При этом надо сказать, что был еще и межкультурный диалог и взаимообмен опытом. Но, как показывает накопленный человечеством опыт, устойчивость даже подобной культурной среды будет зыбкой без участия и укрепления ее адекватной жизни наукой, конкретно знаниями о человеке и об объективных законах мироздания. Поэтому советскую культуру и в целом всю целостность Советского Союза удалось развалить путем внешних воздействий, благодаря именно возможности противопоставления друг другу различных субкультур, антагонистичных друг другу по своему восприятию окружающей действительности. И мы все помним, что развал СССР начали с разжигания розни между культурами, где использовали и умело манипулировали разностью понимания одного и того же явления или процесса.